Всем привет! На связи CryptoGen. Сегодня разберем ситуацию по биткоин, определим потенциально возможные точки входа, стоп-лоссы и, конечно же, тейк-профиты. Попытаемся просчитать его дальнейшее движение цены. Кто впервые у меня на канале и не знает, то я в своем анализе применяю технический анализ, который включает в себя свечной графические анализы, а также волновой анализ Эллиота. В случае, если мой прогноз будет меняться, об этом буду сообщать в своем телеграм-канале. В нем я публикую свои потенциально возможные точки входа со стопами, ссылка на который будет закреплена в описании под данным роликом. Вход в него стоит абсолютно бесплатно. Подписывайтесь, если вам это интересно. В сегодняшнем же видео мы с вами разберем вот эту вот ситуацию, определим потенциально возможное дальнейшее движение, а также определим потенциально возможные точки входа. Ну что, давайте переходить к анализу. Анализ мы с вами начнем с того, что проанализируем свечи на дневном таймфрейме. Переходим на дневной таймфрейм и смотрим ту свечу, которая у нас закрыла вчерашний день. Вот данная свеча. Свеча по сути похожа на свечу волчок. Мы видим, что у нее небольшое тело, большая тень сверху. Мы понимаем, что в данном ценовом значении находятся продавцы. Также объем у нас ниже скользящей средней. Понимаем, что у покупателей на данных ценовых значениях пока нет интереса к покупке биткоин. Исходя с данной ситуации по свечам, больше склоняюсь к тому, что наше нисходящее движение с текущих ценовых значений продолжится. Но чтобы более подробно разобрать данную ситуацию, давайте переместимся на более мелкий таймфрейм, а именно на 4-часовой. Включаем все наши рисовалки, смотрим ситуацию, которая у нас имеется на данный момент. Очень вкратце повторюсь, по данной коррекции я выделяю следующую волновую структуру, где у нас идет глобальная волна W, сейчас формируется волна X и будет формирование волны Y, которую я ожидаю в районе плюс-минус 24 тысяч долларов. Далее я ожидаю восходящее движение, которое, как я считаю, должно сломать медвежий тренд и пройти область сопротивления в районе 35 тысяч долларов. Это если вкратце. Сегодня же мы с вами разберем волновую структуру, которая у нас формируется на данных ценовых значениях, посмотрим на приоритет покупателей и продавцов, разложим на волновую структуру то нисходящее движение, которое мы имеем на данных ценовых значениях и, надеюсь, примем правильное решение по входу в рынок. Давайте переместимся на часовой таймфрейм, более подробно сейчас разберем ситуацию, которую имеем. Итак, у нас имеется восходящее движение, которое я обозначил потенциальной волной А. Сейчас на данное восходящее коррекционное движение у нас идет коррекция в виде ABC. Я считаю, что данное восходящее коррекционное движение у нас покажет начальную фигуру в виде плоскости с дальнейшим восходящим движением. По сути, то, о чем мы вчера с вами говорили. Вчера я разбирал несколько вариантов. Первый вариант у нас был это зигзаг. Второй вариант у нас была обычная плоскость. И третий вариант у нас была растянутая плоскость. Сейчас у нас остается, как я считаю, два варианта. Это у нас обычная плоскость, либо же растянутая плоскость. Какая плоскость получится, растянутая, либо же обычная, это уже покажет время. Нам сейчас главное понять, какая же у нас ситуация и стоит ли нам входить сейчас в рынок. Вчера мы с вами разобрали в бесплатном телеграм-канале ситуацию, которую имели на данных ценовых значениях. Я больше склонялся к тому, что у нас здесь формируется локальная растянутая плоскость. Вот она выделенная. Не знаю, почему обратил внимание именно на растянутую плоскость, если у нас здесь сформировалась полноценная пятиволновая структура, которую мы видим даже на часовом таймфрейме. То есть у нас здесь идет волна 1, волна 2, волна 3, волна 4 и волна 5. Здесь у нас сформировалась полноценная пятиволновая структура. То есть у нас пошла коррекция. Сейчас у нас формируется либо же восходящее движение, либо же продолжение коррекционного движения. Если разложить на волновую структуру данное нисходящее движение, то сейчас я бы уже переставил сюда волна 2, волна 3, волна 4 и потенциальная волна 5. Мы можем даже с помощью Fibonacci посмотреть, если допустить, что у нас здесь завершило формирование под волна 1, глобальной волны C старшего порядка, то с помощью Fibonacci мы увидим, что коррекция у нас дошла до уровня 786, что очень даже неплохо. Мы не дошли до уровня 851, поэтому волновая структура по нисходящему движению пока не сломана. Также существует риск того, небольшой, но он существует, что коррекционное движение по данному восходящему движению завершилось на данных ценовых значениях. У нас здесь по сути также сформировалась потенциальная волновая структура в виде ABC. Кроме того, данное коррекционное движение дошло до уровня 0,618, что является достаточно хорошим уровнем для коррекции. И сейчас у нас формируется новое восходящее движение, которое пойдет в район плюс-минус 28 тысяч долларов. Чтобы нам убедиться в том и исключить возможность дальнейшего
формирования восходящего движения, как я показал вот в таком подобном виде, нам необходимо зайти в область и обновить лоу потенциальной под волны 1 на значение 26 тысяч долларов. В случае, если мы пробиваем данные значения, и при ретесте я уже буду рассматривать шортовые позиции. Минимальные цели, которые я ставлю по шорту, это 25 300 долларов за биткоин. Идеальная цель это 24 900 долларов за биткоин. Что касается второй стороны нашего движения, в случае, если у нас сейчас произошел слом структуры именно по нисходящему движению, которое я рассматриваю на данный момент, тогда нам необходимо обновить значение потенциальной волны B вот на данных ценовых значениях и закрепиться выше 27 тысяч долларов. В случае, если актив отрабатывает себя с точки зрения восходящего движения и закрепляемся выше 27 тысяч долларов, то тогда с данных ценовых значений я уже буду рассматривать лонги при его ретесте. Вот такой сегодня получился разбор по биткоин. По точкам входа, как я сказал, первую точку входа, которую я для себя определяю, это по нисходящему движению, это шортовая позиция. Когда мы пробиваем значение 26 тысяч долларов и при повторном ретесте данной зоны я буду рассматривать шортовую позицию с определенными тейками, которые я также сказал. Первый это 25 300, второй 24 900. Об этом всем я буду писать в своем телеграм-канале. И второй вариант, в случае, если мы пробиваем лоу волны B и закрепляемся выше 27 тысяч долларов, то уже после повторного ретеста данной области я буду рассматривать лонги. Думаю, с этим понятно. Если у вас остались вопросы, задавайте обязательно в комментариях. На сегодня прогноз по биткоин я буду заканчивать. Остались вопросы, всегда буду рад ответить. На связи был CryptoJin. Всем удачи, пока.